Как работает наше сознание? Поскольку от природы мы наделены сознанием, разумом, обязательно надо научиться им пользоваться, сознанием. У сознания есть два уровня. Рациональный, то есть рассудочный, сознательный, и, конечно, бессознательный, называемый также иррациональным. Думаете рассудком, но все наши привычные повторяющиеся мысли оседают в подсознании, а уж подсознание притворяет их в жизнь, в реальность, все, о чем подумали. Подсознание – вместилище эмоций и творящее, составляющее сознание. Если мысли у нас хорошие, благоприятные, благотворные, то и жизнь будет складываться хорошо. А если мысли плохие, злые, обиженные, то и будет притягивать к себе беды и горести. Таков принцип работы человеческого сознания. Главное, что нужно запомнить, чтобы понять этот принцип, как только подсознание впитывает ту или иную мысль, она начинает воплощать ее в реальность. Правда поразительная, которая мало кому известна, заключается в том, основополагающий принцип сознания работает совершенно одинаково и для благих мыслей, то есть хороших, и для плохих мыслей, то есть негативных. Как вы мыслите, то вы и получите. Это и есть железный закон. В случае, если вы мыслите негативно, этот закон привнесет в нашу жизнь негатив, то есть неудачи, горести и тому подобное. Однако, если вы приучите себя мыслить в положительном и созидательном ключе, то обретете здоровье крепкое, успех, деньги и процветание. Стоит вам научиться мыслить и чувствовать правильно, как вы обязательно обретете душевное равновесие и физическое здоровье, то есть исцелитесь. Чтобы вы мысленно не попросили, главное почувствовать, что желание сбывается. Подсознание реализует этот заказ и воплотит его в реальность. Единственное, что требуется, заставить подсознание принять эти идеи, чтобы воплотить. И тогда главный принцип работы подсознания принесет в вашу жизнь мир, благополучие, здоровье, положение, о котором мы все мечтаем, и вы в том числе. Дайте подсознанию команду, попросите его как следует, и оно отзовется на ту идею, которую вы в него внедрили. Есть основной закон подсознания. Вы получаете от подсознания отклик в зависимости от того, какую идею или мысль вы зародили в своем сознании. Психиатры и психологи указывают, когда мысли отпечатываются у вас в подсознании, то отпечатки остаются прежде всего в мозговых клетках. Как только ваше подсознание воспринимает ту или иную идею, оно непременно начинает ее воплощать в реальность. Подсознание работает идеи и использует для своих нужд любой клочок информации из всего информационного багажа, который получает.
и который накопили в течение жизни и воплощают вашу идею в соответствии с тем, какие ассоциации у вас с ней есть. Подсознание черпает из источника внутри вас бесконечную энергию, мощь, мудрость. Она привлекает все законы природы к тому, чтобы выполнить ваше пожелание. Чтобы добиться выполнения поставленной задачи, иногда подсознание предлагает решение этих проблем мгновенно, но бывают случаи, когда воплощение идеи занимает какое-то время, то есть дни, недели, месяцы, а то и годы. Просчитать заранее, сколько времени уйдет на воплощение той или иной идеи, просто невозможно.